Мало того, что дети живут в таких условиях, так еще и до инвалидности их довели. У меня у Вероники сколиоз, спиной проблемы. И из-за сколиоза она в коррекционной школе училась? Да. А у старшего тоже есть проблемы какие-то с развитием? Нет. Живет она в одной комнате со своим старшим. Врет, ну как это? Ну как возможно? Срок у вас за что, Светлана? А я нечаянно ножом ее порезала по руке. Нечаянно? Да. В кармане был нож. Всегда. Она ворвалась ко мне в туалет, стукнула меня ногой в живот. Вы не можете съехать? Я не могу ее продать. Почему? Потому что она хочет всю квартиру нашу. Но у вас ребенок всю жизнь жил вот в этом ужасе? Да, с рождения. Тоже в одной кровати спите. Давайте спросим, как ему ты? Валерия, идите к нам. Добрый день. Мне вот иногда кажется, что производители межкомнатных дверей никогда не жили в коммунальной квартире. И не знают, что иногда межкомнатная дверь должна быть железной, да еще вот с таким замком. Вольфрамовый, титановый. Ну, как-то так, да. Может быть, ты им бизнес поднимешь сейчас. Сегодня в нашей студии Марина Дорошина. Она утверждает, что вот уже 20 лет ее пытаются выжить из коммунальной квартиры. Здравствуйте. Здравствуйте. Я же все правильно сказала? Все правильно. Здравствуйте. Вы садитесь, не переживайте, мы вас отсюда выживать не собираемся. Здесь можно расслабиться. Спасибо. Так, я сама жила в коммунальной квартире, знаю, что это такое. Рассказывайте, что у вас происходит, да еще и 20 лет, как я понимаю, да? Побольше 20 лет. Я живу в этой коммунальной квартире с 98-го года. То есть мы с мужем делили однушечку. Просто свекровь предложила купиться, скажем, от меня, чтобы у него однушечка осталась. А вам комнату в мне коммуналке? комнату в коммуналке. Ага. Мы долго искали варианты. Наконец-то... То есть вы после развода там оказались, После да? То есть вам развода. пришлось с мужем развестись, Развестись. да? И для того, чтобы у вас было жилье, свекровь вам вот эту вот комнату в коммуналке как-то подсуропила, да? Да, Мгм. да. Так. Все, я въезжаю, замок даже не вешала. Буквально пару недель прошло, меня начали выживать. Вот, началось с того, что я вот с работы прихожу домой, сзади стоит Светлана Николаевна, веник мне на голову. Это ваша соседка? Соседка, которой 46 лет сейчас. Я не понимала, что происходит, вообще не понимала. Потом, когда я у нее спросила, в чем дело, человек был не в адеквате, человек был пьяным. Она говорит, я ничего не помню. А у нее сколько комнат в этой коммунальной квартире? Там у нас трешка. У них 2 комнаты. Одна комната была закрыта. В маленькой 12-метровке жила Светлана и ее ребенок маленький. А вы в третьей? Я в третьей, в закрытой комнате. Никто не жил. Ее мама жила где-то. Вот. Потом начали собираться компании. Там не то, что компания Шоблы. Кто бутылку ей поставит, тот и заходи. Я просто ушла оттуда жить. Я жила у своих знакомых полгода. Вот. То есть до такой степени, До что такой... вы не Я смогли там боялась идти домой. Ну, потом я однажды как-то пришла, смотрю, она вся синее лицо, то есть абсолютно синее, совершенно. Окна разбиты. Татьяна Николаевна уже к этому времени пришла Это жить. мама ее? Мама ее, да. Вот, А мама-то хоть не пила или пила тоже? Татьяна Николаевна пьет в выходные 4 бутылки водки. Хочу сказать, что живет она в одной комнате со своим старшим внуком. Тому мальчику, которому было 4,5 года, когда я въехала. Сейчас, по-моему, нетрудно посчитать. Я не считала. Ну да, около 30, да. 20 Она лет. его взяла в эту комнату с собой жить, когда ему было лет 11-12. Вы думаете, что они в одной кровати спят? Простите уже за такие А там подробности. всегда была одна кровать, только лет 5 назад поставили только, может быть, диван, и то дали те же самые племянницы. Вы хотите сказать, что он до 25 лет со своей бабушкой в одной кровати спал? Да. А на другом диване в 12-метровке спит Светлана со своим 12-летним сыном, который может приподнять ее спальную рубашку и потрогать за грудь.
Слушайте, ну давайте так, прежде чем мы перейдем все-таки к тому, как живет Светлана, давайте посмотрим на ваше стихийное общежитие. В этой комнате живет мама Светлана со своим младшим сыном. Там хлам полнейший. Где живет Татьяна Николаевна, бабушка, со старшим внуком, с внучкой. Светлана Николаевна все ломает, Татьяна Николаевна все ломает, а на меня все валят. Вот этот мой бывший шкаф. Он стоял на кухне, красивый, витражи были красивые. Однажды Светлана Николаевна, пьяная, просто повалила, села на него, тарелки все побились там, которые были, и ушла спать. Я поставила железную дверь к себе в комнату. Это очередная красная тряпка для них. Я сидела вечером дома, и вдруг стук в дверь. Татьяна Николаевна стоит с палкой наотмашь и начинает колотить по моей двери этой палкой. Вот посмотрите, зазоры. Вот наша комната. У нас чисто, пыли нет, потому что у сына астма. Мы следим за чистотой. Это дополнительный электросчетчик, который я поставила. Потому что платилось в основном мной. Теперь у нас свет раздельный, слава богу. У нас в ванной 2 лампочки. Одна наша, другая соседская. Чтобы нам включить свет, мы включаем клавишу у себя в комнате. Эти клавиши соседей. Здесь наша кухня. Стороны мы разделили. Это моя сторона, это их сторона. Ремонт. Я вообще молчу в этом ремонте. Посмотрите, какие у них красивые обои. Вот там точно полчища таракан. Далеко ходить не надо. Вот. Вау! Это их посудный шкаф. Даже на помойке уже такого не найдешь. Я хочу чистоты и тишины. Пыталась наладить контакт с соседями. На контакт они не идут. Мало того, что дети живут в таких условиях, так еще и до инвалидности их довели. Устала так жить. Мне детей жалко. Их детей жалко, своего сына жалко. Мне меня жалко. Карин, вот вы говорите, детей жалко. Она как мама-то как? А никак. Когда она получала детские деньги, пособие там до 5 лет, да, как-то выживала. Вот. Потом ее, значит, обязали работать. Она пошла работать, Светлана, в тюрьму уборщицей. Угу. Не хотела работать ни под каким видом. Каждый месяц брала больничный. Что она делала? Детей сажала в ванну, распаривала. Потом девочку ставила к окну. Зима, не зима, осень. Чтобы дети заболели. Да, чтобы и чтобы взять на больничный. больничном сидеть, Да. и на работу не ходить. И на работу не ходить. Подождите, а вот 3 детей у нее сейчас. 3. Отцы Пролетарий всех стран, соединяйся. все разные? Да. Вот это младшие, Вероника и Денис, правильно Вероника же? и Денис. Мгм. Мгм. Пока она не сделала детям инвалидность, мы... Какую инвалидность? Как она могла ее сделать? Он тогда маленький был, худенький. Денис. Она хватает вот просто вот за одежонку и об стенку вот так швырк. Хочу сказать, что мальчик много перенес. В 2 месяца у него была пневмония. Она просто забывала его на улице под пеленкой. Мгм. Вот. Вероника, когда маленькая была, ее мама, вот эта Татьяна, да, она по всем типчикам, бабушка, бегала, искала среди всех алкашей, находили. Так А что дети-то учатся сейчас или нет? дети... Вероника пошла в нормальную школу. Правда, я подходила к ее учителю, она говорит, ну да, ну девочка там училась по спецпрограмме, была слабенькая. Ну, во всяком случае, отучилась бы там на 3, пошла бы поваром работать, парикмахером. А в итоге? А в итоге она ее определила в школу для умственных отсталых, девочку. И инвалидность такой же она Я сделала, не да? знаю, что там за инвалидность, но когда начали ко мне подходить соседи со двора и говорят, девчонка там вообще у нее там, она вся описанная, а время-то уже и 12-13, она домой боится идти. Сколько раз я видела, что мама Светлана приводила Веронику со школы домой зимой в мокрых штанах, то есть там получается, что недержание. Мгм. Потому что памперсы я тоже видела, что Светлана Николаевна получает памперсы. А Денис? У него
него что? А Денис, когда, видимо, именно тогда, когда она стукнула головой его об стенку, я помню, мальчик вот так вот у него шея дергалась, и глазки вот так вот закрывались. В общем, с тех пор я так думаю, что он на лечении. То есть вы предполагаете, что она Я сознательно Мать довела или до нет, но инвалидности, сделала да. их инвалидами. Да, ради И денег. сейчас живет на пенсии. На пенсию. Слушайте, ну жуткое обвинение от вас прозвучало Я сейчас. хочу сказать, я ничего не придумываю. Понятно. Можно я хочу даже просто, я сказать, хочу что немножко посмотреть. где-то и я еще сгладила раз говорю, если вы обстоятельства. правы, я хочу посмотреть на эту мать, которая Пожалуйста. сделала своих детей инвалидами. Светлана, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Не стыдно тебе? Нет, не стыдно. Я с этой тварью не сяду. Куда мне можно? Нет, Нет, извините, придется. пожалуйста, вам надо сесть вот на этот диван. Да. Она вообще неадекватная. А, да? Да потому что она все врет. Врушка, врушка. А что именно она врет? Все от начала до конца он сказал неправду. Вы сделали своих детей Скажи инвалидами? ты правду. Я не делала детей инвалидами. Я никогда своих детей не бью. А какие проблемы со здоровьем ваших детей? У меня у Вероники сколиоз, спиной проблемы. И поэтому из-за сколиоза у нее пенсия? Да. Из-за Да. сколиоза она в коррекционной школе училась? Да. Ну, я просто читаю, что здесь написано совсем другое. Ну, и вот то, что немножко так, да, вот. А у старшего тоже есть проблемы какие-то с развитием? Нет, у старшего нет. У старшего нет. Нет. А почему он до 25 лет спал с бабушкой на одной кровати? Ну, врет, ну как это? Ну, как возможно вообще такое вообще верить? Ну, Мы не это? тоже знаем. удивились. А сколько ему лет? Ему 28. А почему он до сих пор из семьи не выпорхнул? Ну, такой домашний, потому что у меня. Домашний. Педагог, у него высшее образование, да. Да, а работает? Работает. Сколько он зарабатывает, если не сложно нам ответить? Ну, 35 тысяч получает он. 35 тысяч. А Скажите, вы пожалуйста. сколько зарабатываете на детях? Я? Много. Сколько? Ну, не скажу. Почему? Зачем это нужно вот присутствие? 100 тысяч зарабатываете? Мадам, да, больше. Больше? Ну, так это моя работа. Какая? За детьми ухаживать, школу водить, забирать. Школу не вожу, потому что сами ходят. А, Забираю. подождите. То есть это ваша Да. работа, Да. за которую вам платят? За то, что вы детей в школу отвозите, своих детей Конечно. в школу отвозите? За то, что вы что делаете еще? Стираете, наверное, да? Обязательно. Есть еще им готовите. Да, а как же? Вам за это платят. Я просто представляю сейчас Слушай, а нам не всю платят. страну, Я и говорю. так которая сейчас просто... Друзья мои, не надо бить телевизор, аккуратно. Может быть, он у вас... Нет, государство платит. Так Да. а нам не Вам. платят. Слушайте, у меня тоже 2 детей, я тоже эти функции выполняла. А почему мне не платят? Поделитесь секретом. И у меня 4 Получается, вроде как, вам а я не просто, получаю ничего. Ну, как судя это? из того, что вы сейчас сказали, я могу сделать такой один вывод, что вам повезло. Вам Ну, повезло, что вы нет, зарабатываете, да? Нет. Я бы, конечно, не хотела, чтобы у меня были дети инвалидами. Слушайте, вам знаете, в чем не повезло точно? В том, что вы пришли на эту программу. Вот тут вам не повезло. Я начну сейчас объяснять, почему. Скажите, пожалуйста, как часто у вас бывают органы опеки, которые должны контролировать состояние детей, деньги, которые вам государство платит, из нашего кармана? А вы, кстати, заметьте. стоите на учете? Из в органах? нашего Нет. кармана. А? Периодически. Нет. Вы стоите на учете Я не в стою органах? на учете, нет. Опеки нет, Нет. да? То есть опека к вам не приходила ни разу? Приходит, Приходит. да. Давайте Когда я посмотрим, позвоню. что видит опека, когда приходит к вам, и как, интересно, она реагирует. Я здесь живу с сыном. У нас небольшой бардак здесь. Марина развела тараканов. Мы уезжали в санаторий, поморили тараканов. Поэтому еще вот вещи находятся в мешках. У меня здесь кружки, посуда у меня здесь. Очень много туалетной бумаги у меня. Купаю про запас. У меня у самой всего 2-3 кофты. У меня 2 штанов вообще просто. У меня все только детям. Я боюсь в коридор выходить. И больше времени я провожу с мамой в комнате. Я маму очень сильно люблю. Да, он же самый любимый. Если соседки не было бы, то мы были бы очень хорошо жили бы и были счастливы. Раньше нас сушили на кухне. Теперь я не могу. У меня вещи все дорогие.
Я не могу на кухне ничего оставить из-за Марины. Протыкает иголками одежду. Не дает она нам спокойно жить. У нее с головой все в порядке. Это мамина машинка. Мы вынуждены накрывать это все от соседки, чтобы она туда не лазила. Выливает мочу туда, да. На кухне тоже делали ремонт. В 2012 году все бесплатно сделали. Линолеум постелили. Марина все здесь испоганила. Вот она так готовит, валится у нее все. Мне детей жалко вообще. Она их постоянно обзывает, их оскорбляет, дебилами называет, инвалидами называет. Свет, это нормальные условия для жизни Да нет, конечно. в вашей комнате? У нас был порядок, я же говорю. Ну, когда он у вас был? Марина развела тараканов. Да Ну, при чем что здесь делать? Марина? Вот это что за хламье в пакетах? И это я, когда мы уехали в санаторий, я сложила все хорошие вещи. Там все хорошие вещи у меня лежат. От тараканов. Вызвали службу, потравили тараканов. Но вот постельное белье выглядит так, как будто бы его никогда не стирали. И Это это не постель, никогда это я- длится лет 10. Мы тут выяснили в этой студии, что у нас закон о психиатрии не позволяет просто так с бухты-барахты взять и госпитализировать человека в психиатрическую клинику. Но есть ход. Люди, которые видят симптомы, а сейчас эти симптомы вообще видит вся страна, могут прийти добровольно в невропсихологический диспансер и написать заявление о том, что они обеспокоены состоянием вашего здоровья. Полагаю, что вы такое заявление готовы написать. И там будет создана комиссия, которая определит, вменяемый вы или невменяемый. А я на нее напишу. Стоп, секунду, пишите. В состоянии вы за своими детьми смотреть, у которых инвалидность, И или не в пенсии состоянии? получать. Ну, слушайте, ну так нельзя же. Ну, вы понимаете, что вы издеваетесь над здравым смыслом и детьми. Как старшего сына-то вашего зовут? Моего Максим. Максим, кстати, мы с ним поговорили. Он критически высказывается не только про Марину, но и про маму родную. Давайте посмотрим. На дорожную не хочет съезжать. Ей нравится такой образ жизни. Подпитывается так как-то выбросом вот этих руганий. А показывала людям квартиры. Те, которые готовы были купить, из тех, кто приходил, спрашивали насчет ремонта. Будет ли здесь что-то, значит, соседи как. И она тоже очерняла, но как бы это в привычку входит. Приходит слесарь, она только о нас гадости говорит. Приходит еще кто-то. Вот она тоже потенциальным покупателям рассказывала про нас всякие гадости. А кто захочет жить с этими людьми? Конечно, никто не захочет. И люди все уходили. У матери из детства бабушка ей все давала в детстве. И у нее есть вот, ну, не клептомания, конечно, но какая-то жадность. Вот она все копит, все держит у себя. Она просто покупает, и все это копится и копится. Мы с ней уже начинали разбираться вот буквально до съемок за 3 недели. Что нужно, что не нужно. Находили и новые вещи. Так мать опять заставила все. Вот соседка. Но она неоднократно это говорила о том, что она хочет, чтобы детей забрала опека, чтобы детей здесь не было, чтобы мать посадили. Опека приходит, она проверяет. Вот мать стоит на учете. Они под контролем. Подождите, ваш сын сказал, что вы стоите на учете. Ну, он не Я знает. вас спрашивала, Нет. вы сказали, что нет. Нет, он не знает. Он говорит, наверное, стоит. Нет, Нет, он не сказал, стоит. что вы стоите на учете. Нет, Мало того, нет, он нет. сказал, что органы опеки прекрасно знают, что у вас дома, и, что, наверное, самое главное в его интервью, он действительно считает это симптомом. Это называется симптом Плюшкина, по-моему, или синдром Плюшкина, да, который возникает при определенных психиатрических заболеваниях или отклонениях, назовем это мягко. И у вас это с детства, по словам вашего сына. Это ж не я придумал. То есть никогда вы не уберетесь. Он убирался, он это выкидывал, вы опять все тащите обратно. Нет, я еще ничего не притаскивала, ничего не покупала еще. Странно. Мы с ним убираемся, да, помогает мне мусор выносить, да. Я складываю вот в мешки просто вещи, которые все хорошие. Но пока еще даже не развела, говорю, тараканов нужно еще поморить раз. А таракан развела Марина, это развела она таракан, развела. конечно. А обои отваливаются на вашей стороне кухни, потому что их Марина отрывает? Конечно. Когда у вас были ссоры, драки там по первости? По первости? Из-за чего они происходили? Мы пытаемся понять причину, почему вы вдруг на там
Какой-то срок-то был? 2 недели, да, в жизни вашей? А я объясню. Она Напали с веником на Марину. Да не было такого, ну врет она все. Ну вы же, Ну, может, всю не жизнь помните, вы же запомнила. бухаете. Нет, А почему это... это случилось, Марина? У вас Это же она есть версия. бухает. Я Дело не в бухаю, том, я что, вообще не пью. оказывается, Светин тогда Вагифова звали. Он помогал риэлтору, который у нас жил на 3-м этаже. Вот. Жена этого риэлтора приходила ко мне и уговаривала фиктивно выходить периодически замуж. Я отказалась. Вот. Свету они попросили меня начать выживать. Ага, Я понятно. вообще первый раз такое слышу. Хорошо, Сама нет. мне это Света А срок у вас рассказала. за что? А? Срок у вас за что, Светлана? А При беременную условном. она меня избила. Беременную. Если она вас беременную Да. А избила, срок у почему тебя? срок-то у вас, а не у нее? Срок условный у меня. Какая Какая разница? разница? Вас же осудили, а не ее. А я нечаянно ножом ее порезала по руке. Нечаянно? Да. А он у вас случайно в руке оказался? Я ходила С чем? в халате и с ножом по квартире. Ага. Я Фильм послал- «Крик» просто у нас Да, случайно. вот вы не верите, вот там смешно, а нам нет. Она что, из-за угла выбежала? Как это все произошло-то? Она напилась со своим мужем. Я пошла в туалет. Она ворвалась ко мне в туалет, схватила меня за волосы, стукнула меня ногой в живот. И вот как-то вот ножом я ее нечаянно порезала. Нечаянно? Я была беременна. Подождите, а если она на вас напала? Я сказала, если ты ко мне подойдешь, я тебя убью. Ну как-то вот так получилось, что вот только вот порезала. Подождите, её. но если она на вас напала, а вы как бы защищались, почему Да. же все-таки суд дал вам срок, а не ей? Не знаю, потому что она поплачется там везде, и все ей почему-то верят. Про ваши конфликты вы нам рассказали на месте побоища этого Ледового, или как его назвать, я не знаю. Давайте лучше посмотрим. Света, она вообще не в адеквате, когда выпьет, тем более, а пьет она часто. Раньше любил ходить с ножом. Ходила в халате, в длинном, у нее карман здесь был. В кармане был нож. Всегда. Один раз я была беременная, пошла в туалет с ножом. Потому что не знала, что от нее ожидать. Она ворвалась ко мне в туалет, схватила меня за волосы. Я достал нож. Говорю, убью, говорю. Она руками ко мне потянулась, и я вот нечаянно ей задела по руке. Прорубила она мне вот эту вот костяшечку до кости. Белая кость была видна. Я резала тут что-то, салатик, ужин готовила. Она вышла из комнаты, Свет, доходит до туалета. Меня оскорбила, выхватила нож из халата, замахнулась на меня, целилась в глаз. Если бы не я заслонила свое лицо рукой, я бы вообще осталась бы без глаза. Я была беременна, мне дали год условно. Вообще несправедливо, абсолютно. Во всех ситуациях сама лезет, сама пьяная, сама обзывается, доводит до состояния себя такого, а меня винит. Был случай тоже, что я пошла в ванну мыть руки. Она влетает в ванну, хватает меня за волосы, роняет на пол. Вот здесь вот, около табуретки, между табуреткой и машинкой, вот так вот. И она начала избивать, пока я не позвала на помощь маму. Сынок прибежал. И началась драка еще и с мамой, и с сыном. К ним вообще, к соседям, я в ванну никогда не заходила. В отличие от Татьяны Николаевны. Я тут однажды пошла мыться, заходит Татьяна Николаевна, меня так в сторону, мне руки помыть. Я говорю, так, пошла отсюда. Я помылась, выхожу. И тут, значит, стоят соседи, ударили меня по голове. Я очнулась, частично потеряла сознание. Сын тут отбивает меня от соседей. Я, значит, забегаю, и тут Светлана Николаевна на меня сбрасывает шкаф. Опять-таки, вот этот многострадальный. Вот, остались вмятины от этого шкафа. Она социально опасная, мне с нее вообще находиться с ней вообще просто невозможно. Я боюсь себя и своих детей. Да это я ее боюсь. Это у меня сын до сих пор в заперти сидит, 20-летний парнишка. Он боится эти ситуации. Он говорит, в коридор не могу выйти, прижимают. Смотрите, вот мы сидим и всю программу с коллегами мучаемся. Вот прямо один вопрос. Хорошо. Вы 25 лет живете в этой комнате. Вы не можете съехать, продать,
улучшить. Я не могу ее продать. Почему? Потому что она хочет всю квартиру нашу. Господи, Матерь Божия. Сын поступил в институт, и мы решили, что 5 лет он отучится, потом будем брать Слушайте, ипотеку. но у вас ребенок всю жизнь жил вот в этом ужасе? Да, с рождения. С рождения. То есть и вас это устраивало? А Нет, сейчас не Валера устраивает. где живет? Со мной. Сын с вами живет. И не мной. учится он нигде, Тоже и не в одной работает, комнате, сидит да? дома, страдает. Тоже То в есть вы одной- тоже в одной кровати спите? Нет, у нас, слава богу, разные кровати. Господи, какой ужас, как вы живете? У вас реально была возможность все сделать, съехать, ремонт Когда? сделать. Да слушайте, не рассказывайте, пожалуйста. У вас 20 лет ребенку, я в 16 лет уже из дома ушел и зарабатывал сам. Он вполне может заработать и сделать косметический ремонт. Если не хотели бы жить, я думаю, что права ваша соседка, что вы просто хотите просто так Да. получить право на всю квартиру. Да. Как Вот она уже может не получить? вводите Я в хочу заблуждение, уже уехать все оттуда. понятно. Сделай она, прости господи, вот этой вот на кухне ремонт, ну насколько его хватит? На 5 дней от силы. Сыну 12 лет, 20 лет уже, да, он живет с мамой. Он куда девочек водит? Стесняюсь Никуда. спросить. На улице встречается. Слушайте, а в давайте кафе мы, встречается. давайте с утра мы, до вечера давайте сидит мы дома. у Валеры спросим, ведь он родился и вырос вот в этой атмосфере, да. Давайте спросим, как ему-то и какие пути выхода из этой ситуации видит он. Валерий, идите к нам. Я столько уже сейчас услышал за кулисами. Это Садись, просто сынок. непередаваемые эмоции. Тихо. Валер, Да. где вы учитесь сейчас? Сейчас в университете МОИФ, Московский университет имени Вита. А вы не хотели с мамой как-то не говорили о том, чтобы съехать оттуда? Может быть, А хоть можно я снять вопрос что-то задам? приличное? Попозже. Нет, не надо. По поводу того, чтобы съехать, Ну да, у нас и- было несколько вариантов, когда я вот только-только ОГЭ заканчивал. Там не сошлось ни финансово, ни А какие ни как-то планы еще. такие были? Ну, мы хотели сдавать комнату эту. Вот. А почему не получилось? Все это сводилось к тому, что с соседями могут быть конфликты и прочие ситуации, которые бы, Ну, то не есть было люди не гарантий. захотели, что ли, жить? Люди не хотели, гарантии не было, что если бы вот что-то вот не так пошло, то у нас не было бы рычагов, так сказать, куда бы можно было вернуться домой. Врун несчастный. Скажем так, я хочу сказать, я говорю, сынок, если мы сейчас уедем, у нас есть деньги. В случае чего завтра не будет снимать. Мы вернемся, там ничего не будет. Все переломает. Что бы мной ни делалось, там все ломается. Мои шкафы, мои двери, Слушайте, вы, все вот Вот ломается. про шкаф. Она сама Вы себя щас- Да, вы я щас виновата в подождите, том, вы щас что я не описываете- уехала оттуда, не Стоп! освободила. Вы сейчас описываете ситуацию заложничества. То есть вы оказались заложником. Получается, что так. Но мам. так не бывает. Слушайте, вот я, Марин, я за вас. Я просто вот сейчас сижу как специалист и думаю, что можно сделать в этой ситуации. Я за вас. Но мне в первую очередь жалко вашего сына. Жалко вот этих несчастных детей, которые на помойке живут. Так еще им государство пенсию огромную платит. Так она, Юля, она же она работает. ее на что тратит-то? Дети должны Бухает. жить в нормальных условиях. Я не бухаю, я трачу деньги только на детей. Давайте мы послушаем Веронику, потому что ей 15 лет, решили, можем позвать ее в студию. Может быть, ее устраивает все, что происходит у нее дома. И Только и знает, мы- что детей оскорблять. Мгм. Вероника, идите к нам. Иди ко мне, моя красавица. Не плачь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы в какой комнате живете? С бабушкой? С бабушкой. Да. А у бабушки в комнате такой же порядок, как и у мамы? Нет. То есть у мамы в комнате беспорядок? Да. Да? А давно? Ну, давно. Ну как давно? Ну, 10 Года лет. 2. А брат ваш старший говорил, что вообще всю жизнь такое было. Она все время таскала Нет. что-то. Ну, не всю жизнь. Но вам уютно живется? Да. Вы Ну, то есть спите, вас с ба- все устраивает? Да. Вы Ну, вот спите, такой порядок тоже. Нет. Вы спите с бабушкой в кровати? Да. А брат ваш где спит старший? На отдельной кровати. Вот вы когда учились в обычной школе, вам учение что, на самом деле тяжело давалось? Ну, нет, если было бы старше, было бы тяжелее бы. Я в массовой, в младших классах училась на четверки и пятерки, а в старшей училась бы на двойки, на тройки. Почему? Там кто вам сложнее. Кто сказал? вам так сказал? В школе учителя сказали. Очень странные учителя в очень странной школе, потому что, ну, я не знаю, я, конечно, не профессионал,
Но на Юля, меня тут вы не производите впечатление у Соседка человека, заявила у в которого программу, такой что, диагноз. оказывается, я проституцией занимаюсь. И Кто? мы на эти деньги живем. Это Марина сказала? Да, Нам она такого не говорила. Здесь не сказала, да. А вы откуда знаете? Кто к нам домой приходил снимать, вот она им рассказала. О, Господи, Что, Боже мой. оказывается, Вероника О, Господи, занимается Боже мой. проституцией. Никогда И живет ничего не на такие скажу деньги. детям несовершеннолетним, да. чтобы да что? А это вот мы касалось... приходим домой по вечерам с прогулки. Ой, дебилы пришли. Ой, придурки Может, пришли. От наоборот, вас же Вероник. слышим. Вероник, скажите, пожалуйста, если бы ваш старший брат съехал, ему все-таки довольно много лет, вам бы проще жилось? И с ним лучше живется. Почему с ним лучше? Помогает делать уроки. Она мама сказала, что это ее работа, она за это деньги получает. Она водит, отводит в школу. А уроки брат делает. Нет, мы их в школе Помогает, делаем, она а иногда сказала. помогает. Чё, Брат. 16 лет отводить Да. в школу. А мама только в школу отводит. Нет, кушать готовит. Занимается, вещи Скажи, покупает. пожалуйста, Вероник, Мы тут а с друзьями. вот обычно в семье разве не так устроено? Мама отводит в школу, готовит обеды, устроено. помогает в занятиях, так ведь, да? А тогда за что твоей маме? Я из своего кармана деньги плачу. За то, что сделали инвалидность. А ты чувствуешь себя инвалидом? Я не вижу в тебе инвалида никакого. Я Получается, 5 что лет твоя мама, отучилась в массовой обманывая школе. государство, выдавая тебя за инвалида. Нет, получает почему? деньги. У меня со спиной проблемы. У меня тоже. У меня тоже. Вероник, понимаете, что потом в дальнейшем вам в жизни будет очень тяжело с таким диагнозом? Вот вы не производите впечатление инвалида. Нисколько вообще. Но мы сейчас с Василием поговорим, поскольку он как профессионал с Мы детьми, ходим в эту школу с специально, там детьми занимаются общался. специалисты. Подождите сейчас секунду. Вы правда не знаете, что вы готовите в своей жизни девочке в будущем? Вам нужно сделать все, чтобы до совершеннолетия снять у нее этот диагноз. И у мальчика тоже. Василий, есть на это основание или нет? Если говорить об инвалидности, то да, у нас инвалидность легко можно снять. Но тут есть когнитивное снижение. Я единственное, что не соглашусь с тем, что это было вызвано мамой. К сожалению, это вещь генетическая. Вы видите маму, там масса стигм. И со стороны зрительного аппарата, со стороны опорно-двигательного, куча неврологических проблем. Там по совокупности имеют право дать инвалидность. Правда. Маме тоже. Всем надо давать. Это генетический синдром. То есть проблемы есть. Конечно, расстраивает, что тяжелая плоскостопие не корректируется, стробизм, вот у девочки косоглазие не корректируется, еще чего-то. Можно Да, я деньги, скажу? деньги получаем, а как-то вот поправить то, что можно поправить, этого нет. То есть дети с инвалидностью, мама с таким же диагнозом без инвалидности, ей дают деньги на детей-инвалидов. Это как вообще? Мы кому деньги даем в руки? Кому мы даем деньги в руки и зачем? Вот здесь действительно, Юля, совершенно правильно. И в этом необходимо разобраться, в том числе опять, который бездействует. Потому что их же прав лишают родительских, и не получают они эти пособия. Правильно, а у нас зато галочка стоит. Мы детям помогаем. Куда Конечно. деньги Но уходят? опека как минимум должна была поставить такой семейный учет, потому что у детей нет ничего, это чудовищно. Мы разбираем здесь случаи, когда вообще нет оснований, опека изымает детей. А здесь все основания, по пальцам можно пересчитать, ничего вообще нет. Я вам не скажу, сколько я получаю, а то вы завидовать будете. Я опешила, у меня слова пропали. Я говорю, 100 тысяч, даже больше. Больше, Юля. Это потому как что вообще? Это пособие, которое получают как раз родители, тем более на детей, да, не работающие, еще с инвалидностью. Здесь у меня 5 пальцев рук не хватит, чтобы все их сосчитать. Но это И вы действительно, понимаете, почему и у нас- мы должны все это терпеть? Почему мы должны без конца всех жалеть? Всем без конца давать какие-то 8-е, 25-е шансы? Есть реально семьи, которые реально нуждаются в финансовой помощи, у которых дома чисто, аккуратно. Лучше им помогать, чем таким трутням, как вы.